Добрый день, друзья! Сегодня не очень радостное видео. Подошла к полке с орхидеями, но я это делаю каждый день, там, где у меня находятся маленькие орхидеи, которые даже еще не пересажены, в размере 1,7, в размере 2,5. Это размер горшочка в дюймах, в которых мы получаем орхидеи, когда заказываем у какого-то продавца. И эту орхидею я не раз показывала. Великолепная орхидея. Вчера с ней было все в порядке. А когда я подошла сегодня, я увидела, во-первых, желтые листья внизу. Это произошло буквально за сутки. И посмотрите, листья тоже желтизной. Все листья стали желтизной. Что я обнаружила на орхидее? Вот из-под этого корня, вот эта серо-коричневая часть, это идет гниль. И вы знаете, это не зависит от меня, это не зависит от продавца. Это зависит от садовника. Наверняка что-то нестабильно с этой орхидеей. Помните, я как-то рассказывала, что я заказывала вот такую орхидею, а она зацвела пилориком, да еще вот с такими непонятными лепестками. То есть орхидею пытались сделать какую-то супермутацию. И что из этого получается? Не всегда такие орхидеи стабильны. Мне кажется, что спасти такую орхидею вряд ли удастся. Помните опыт с Дженной, когда она 2 недели шикарно цвела и распалась на листики буквально за 2 дня. Ссылочку на то видео я оставлю в правом верхнем углу экрана. Постараюсь снять листики и посмотреть, что же там. Может быть, какой-нибудь фунгицид спасет орхидею. Но что-то мне подсказывает, что это не удастся. Сильное очень поражение. Вот эта коричневая гниль. Вот ее сейчас стало видно еще больше. И лист сразу начинает желтеть от этой гнили. Давайте и этот лист уберу, посмотрю, что там дальше. А дальше еще хуже. Все хуже и хуже. И дальше то же самое. Можно снять еще один лист. Смотрите, какое глубокое поражение. И здесь то же самое. Причем орхидею я не заливаю. Даже сейчас можно увидеть, что в горшке сухие корни, а вот так идет стволовая гниль. Видимо, это нестабильный сорт. Может быть, садовник переборщил с гормонами и со стероидными гормонами, стараясь вырастить эту орхидею очень-очень быстро. Она даже зацвела моментально. То есть такое количество химикатов, которые получила эта орхидея, к сожалению, не добавляют ей здоровья. Даже если сейчас я обработаю вот эту часть, не факт, что дальше эта гниль не идет. Скорее всего, она проходит и дальше, потому что эти 2 листа тоже желтые. По-хорошему надо снять и этот лист. Может быть, там что-то и останется, но очень вряд ли. Вот этот лист снимать не буду, оставлю.
Вдруг орхидея сможет отдать детку, а этот лист сниму. Вот так бывает. О, ну все понятно. Спасать здесь нечего. Что бы я сейчас ни сделала, это все погибнет. Ну что ж, очень жаль, очень обидно. Даже вы мне очень часто пишете, что получили орхидею или купили орхидею, и буквально через 2-3 недели орхидея начинает распадаться и погибать. Да, такое бывает. Я рассказываю, что это не от нас зависит. Даже корни растущие. Посмотрите, даже орхидея высоко в посадке. Это гниль не от того, что она в мху находится. Это то, что заложено садовником. Это я тоже уберу. Это все бесполезно. Вылечить это невозможно. Оставлю цветонос, оставлю один листик. Вдруг орхидея даст детку. Такое случается редко, но случается. Это все тоже приходится убирать. Здесь я просто все это срежу. Теперь давайте посмотрим на ствол. Вот этот ствол гнилой. И единственное, что я могу сделать, этот стволик обработать фундазолом. Но вдруг поможет, вдруг получится детка. Потому что, посмотрите, даже корни она еще не успела закуклить. И вот смотрите, даже центральный лист уже гниющий. Так, сейчас принесу фундазол и обработаю. В случае таких мокрых гнилей я пользуюсь фундазолом. Во-первых, это препарат системного действия. Во-вторых, он очень хорошо борется именно с мокрыми гнилями. Максим в этом случае не помогает. Максим лучше борется с черными гнилями. А фундазол именно с такими. Набрала в ложечку в маленькую фундазола. Теперь добавляю по капле воды. Пользуюсь сейчас вот таким фундазолом. У меня просто есть открытый, чтобы на камеру не открывать, не пылить здесь, я заранее набрала. Буквально 3 капли. Развести нужно до густоты сметаны. Сделать такой густой. Можно еще буквально пол капельки. Оп. Хорошо растворить. Фундазол не очень хорошо растворяется в воде. Даже когда им поливаем корни, все равно остается осадок. Но здесь можно вот именно сделать такую кашицу. В ложечке был красный цвет. Это я в этой же ложечке развожу Максим. Но это не помешает. Я помыла, думала, что не будет красного цвета, но появился. Но не страшно. Здесь будет работать в основном фундазол. Так, весь пенек обработать, и даже там, где вот сбоку мы видим эту гниль. При обработке и Максимом, и фундазолом старайтесь как можно меньше попасть на корни. Вот в такой концентрации и Максим, и фундазол сильно высушивают корни.
Очень бы хотелось надеяться, что что-то получится, например, детка. Но вдруг повезет. Ну а если не получится, значит не получится. Ну что делать? Бывает и такое. Печально. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале. Вот такое печальное видео. Коты и собаки тоже притихли. Им тоже жалко орхидеи.